Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Мир с тревогой наблюдает за апелляционным заседанием по делу о клевете, в котором участвуют оба артиста и которое проходит в Сеуле. За пределами зала суда фанаты и юридические эксперты задаются одним и тем же вопросом. Станет ли этот процесс поворотным моментом в их карьере и публичном имидже? Это слушание уже привлекло внимание международного сообщества. По данным The Korea Herald, адвокаты артистов подчеркивают важность справедливости в цифровую эпоху, когда любое высказывание в социальных сетях может иметь юридические последствия. Речь идет об ответственности и защите целостности публичных фигур, заявил один из адвокатов в официальном заявлении, процитированном СМИ. Хотя дело носит частный характер, его последствия выходят за пределы зала суда. Оно провоцирует глобальную дискуссию о границе между свободой выражения мнений и правом на защиту репутации человека. Дело началось с нескольких онлайн-публикаций, обвиненных в порочащих честь V, BTS, Тэйхёнга и Джункук. Скандал разгорелся несколько месяцев назад, когда анонимный аккаунт опубликовал контент, который был расценен как наносящий вред их образу. Первоначальное решение суда признало часть иска, однако ответчик подал апелляцию, тем самым открыв новую судебную фазу, которая сейчас рассматривается в Seoul Central District Court. Атмосфера в зале суда напряжена. Местные СМИ сообщают, что в дни заседания суд заполняют журналисты из Кореи, Японии и США. Фан-сообщество собирается снаружи, держа баннеры и плакаты поддержки, превращая то, что начиналось как юридическая тяжба, в культурный феномен, символ глобальной солидарности. Пик неожиданности настал тогда, когда адвокаты Тэйхёнга и Джункука представили дополнительные цифровые доказательства – снимки экрана личных переписок, ранее не предъявлявшиеся на первой сессии. Новые материалы, по мнению многих, могут значительно усилить требования компенсации и официального опровержения заявлений. Представленные доказательства имеют потенциал кардинально изменить ход дела, отметил аналитик по правовым вопросам в интервью BBC Корея. Спекуляции усилились. Многие комментаторы предполагают, что в случае принятия этих материалов решение по апелляции может кардинально отличаться от первоначального вердикта. С юридической точки зрения дело может стать новой вехой в регулировании клеветы, затрагивающей публичных лиц в диджитальную эпоху. Это может стать прецедентом того, как суды Кореи рассматривают дела о клевете в интернете, сказал профессор права из Seoul National University. Помимо юридических аспектов, слушание вновь подняло проблему психологической нагрузки, с которой сталкиваются глобальные знаменитости. Исследование в Journal of Media Psychology показало, что публичные фигуры, оказавшиеся в судебных тяжбах, нередко сталкиваются с усилением стресса и риском возникновения психических нарушений. Для Тэйхёнга и Джункука, известных своим спокойствием и скромным образом, этот случай стал тяжелым эмоциональным испытанием. Их адвокаты подчеркивают важность справедливого и транспарентного процесса не только для своих клиентов, но и как напоминание обществу о том, что закон в цифровой среде должен учитывать баланс между правом на выражение и защитой репутации человека. Тем временем социальные сети превратились в отдельное поле боя. Платформы вроде Твиттера и Инстаграм заполнились жаркими обсуждениями этого дела. Тег Justin for Тэккук стал трендом в разных странах, в то время как другие аккаунты подняли вопрос свободы слова. Эта цифровая битва показала, как современные юридические споры, особенно с участием культовых фигур поп-культуры, могут размывать границы между правом, медиа и фанатской культурой. Сидящееся слушание вызывает множество вопросов. Принесет ли апелляция победу Тэйхёнгу и Джункуку, или наоборот, закрепит первоначальное решение? По мнению международных юридических экспертов, этот процесс может стать индикатором того, как будут формироваться стандарты в области клеветы при участии публичных лиц в Корее. Агентство Hype Corporation, представляющее группу BTS, выпустило официальное заявление, в котором выразило полную поддержку правовой позиции артистов, при этом заверив, что их профессиональная деятельность продолжается как обычно. В своем заявлении агентство подчеркнуло тонкость баланса между защитой прав артистов и сохранением глобального бизнеса. По мере того, как дело движется, международная аудитория с нетерпением следит за его развитием. Примут ли новые доказательства, которые могут изменить ход дела? Останутся ли репутации Тэйхёнга и Джункука нетронутыми, или же изменятся навсегда?
Эти вопросы волнуют не только поклонников кей-поп, но и специалистов, интересующихся взаимосвязью между правом, медиа и поп-культурой. Добавляя напряжение, адвокаты отвечающей стороны подчеркивают важность сохранения свободы выражения, даже в условиях наличия новых доказательств. Свобода слова – это фундаментальное право, но оно должно идти рука об руку с ответственностью, сказал один из адвокатов, обобщая глобальную дилемму. Эта дискуссия открывает новое понимание того, как современное право должно адаптироваться к постоянно меняющемуся диджитальному ландшафту. В последней отчетности медиа, таких как CNN и Reuters, отмечается, что это слушание выходит за рамки лишь национального судебного процесса. Оно отражает сложное взаимодействие между знаменитостями, СМИ и обществом. Его итог, по мнению экспертов, может стать важным индикатором будущего регулирования поведения в социальных сетях, защиты репутации и этики онлайн-коммуникации. Со дня начала апелляции в начале недели в Сеульском центральном суде напряжение не ослабевает ни внутри, ни вне зала суда. Судебная коллегия с опытными судьями открыла процесс заявлением о своей нейтральности, указав, что дело будет рассмотрено объективно без учета общественного статуса сторон. Однако и адвокаты, и СМИ единодушны. Из-за огромного общественного внимания это слушание является отличным от обычных судебных процессов. Первый день слушания был посвящен представлению документов и новых диджитальных доказательств. Ключевым моментом стало представление скриншотов личной переписки, которые, по данным The Korea Herald, ранее не фигурировали в первом процессе. Реакция экспертов разделилась. Одни считают, что диджитальные доказательства крайне важны в эпоху онлайн-коммуникаций, другие сомневаются в их подлинности. Диджитальные доказательства должны быть верифицированы с особой тщательностью. Их принятие может принципиально изменить способ оценки судами дел о клевете, заявил старший адвокат в интервью BBC Корея. Дело Тэйхёнга и Джункука – это не просто личный вопрос, это переодевание подхода к праву на честь и достоинство публичных лиц в диджитальной среде, говорит один из экспертов. За пределами здания суда ежедневно собираются тысячи фанатов со всего мира с баннерами и мерчом. То, что начиналось как юридическая тяжба, превратилось в глобальную демонстрацию поддержки и эмоциональной солидарности. Многие фанаты ведут прямые трансляции заседаний через социальные сети, превращая процесс в диджитальное событие международного масштаба. Драматический поворот случился тогда, когда адвокаты Тэйхёнга и Джункука привлекли эксперта-криминалиста по диджитальным данным, который объяснял, как отслеживать источник онлайн-публикаций и проверять их подлинность. В диджитальную эпоху критично важно понимать происхождение контента, заявил эксперт в интервью CNN. Представление этих новых доказательств вызвало дальнейшие спекуляции. Аналитики полагают, что если суд примет их, то, возможно, будет увеличена компенсация или предписано публичное извинение. От ответчика. Этот момент вновь подчеркивает сложный баланс между свободой выражения и правом публичных лиц на защиту репутации. На второй день слушания внимание переключилось на аргументы ответчика. Его адвокаты настаивали на том, что оспариваемые публикации являлись лишь личным мнением, и свобода выражения мнений должна быть защищена. «Свобода речи должна сочетаться с ответственностью», — повторил один из адвокатов. Эта фраза стала символом глобальной дискуссии. В тот же день агентство Hype заявило через Reuters: «Мы полностью поддерживаем законные права наших артистов, при этом гарантируем, что их профессиональная деятельность продолжается без сбоев». Это сообщение от агентства отражает двойной подход – поддержку юридической позиции артистов и защиту их глобальной карьеры. Когда наступил третий день слушаний, появился новый поворот. Судья решил принять часть дополнительных доказательств, представленных адвокатами Тэйхёнга и Джункука. Это решение сразу стало заголовком мировой прессы, так как могло существенно изменить курс дела. Многие аналитики теперь уверены, что это слушание может стать прецедентом для того, как корейские суды рассматривают дела о клевете в диджитальной среде. Социальная реакция вокруг этого дела продолжает нарастать. Данные аналитики социальных сетей фиксируют рост глобальной поддержки Тэйхёнга и Джункука во время слушаний. Фанаты из Азии, Америки и Европы выражают солидарность онлайн, рассматривая слушания не просто как юридическую битву, но и как моральную. Психологический аспект серьезно влияет. Исследование Journal of Media Psychology подчеркивает, что знаменитости, оказавшиеся в публичных судебных делах, подвергаются огромному эмоциональному давлению. Корейские психологи призывают обеспечить артистам эмоциональную поддержку, чтобы они могли справляться с такими нагрузками без потери фокуса и благополучия. Перед следующими заседаниями, на которых будут заслушаны заключительные аргументы и обсуждаться возможности медиации, юридические эксперты прогнозируют сбалансированное решение, которое учитывает как справедливость, так и ответственность за коммуникацию в онлайн-пространстве. За драмой зала суда стоит более широкая дискуссия о регулировании социальных сетей в Корее и за ее пределами. Академики права из разных стран сходятся во мнении, что это дело может повлиять на то, как суды по всему миру будут работать с вопросами клеветы в диджитальной эпохе.
Профессор из Университета национального Сеула подытоживает: это дело может повлиять на то, как суды по всему миру будут рассматривать диджитальную клевету. С участием знаменитостей.